Всем привет! Сегодня буду делать стойку для освещения. Для гаража, для улицы, для стройки может подойти, в принципе, для всего. Для дома. Что нужно? Само освещение. Может быть, это такой плафон, может быть, это такие плафоны. Смотря какие цели у кого. Кабель метров 10-5. Кому сколько нужно. Вилка. Все должно быть, в принципе, уличное. Сама стойка. Это стойка горизонтальная, которая будет вешаться сам плафон 600 миллиметров. 600 миллиметров просверленное отверстие для дополнительного освещения. Регулируемая стойка. Можно сделать метр и по 50 миллиметров отверстие восьмерка. Сама стойка, в которую будет входить регулировка с отверстием тоже восьмерки. Это для крестовины 3 детали. С регулировкой будет к полу. Гайка заклепка резьбовая. Если у кого нету инструмента, можно, в принципе, гайку будет приварить. Потом закручиваем эти ноги. Все это в дальнейшем покажу. Заглушки, 2 крючка для наматывания провода и ступор по высоте. В принципе, все. Можем смотреть.
Наша стойка почти готова. Привариваем сейчас крючки для кабеля. Заклепываем гайку-заклепку. Такой заклепочник бюджетный. Хороший. Итак, по сварке, по металлу, по изготовлению, по зачистке, в принципе, все готово. Так она у нас будет стоять. Высота регулироваться будет за счет этих отверстий. Все, теперь быстренько сейчас покрасим и можно собирать. Кстати, месяц назад заказал такую лампу на Алиэкспресс. Тут раскладывается. Неплохо. Вообще неплохо. Хорошо светит. Да, хорошо светит. Вот смотрите, для этого, в принципе, регулировка и нужна. Если неровный пол, либо на щебенке где-то стоит, все отрегулировали.
стоит ровно и стабильно. Все, готово. Это у нас для каких-нибудь других подсветок, для прожекторов, в принципе, крепления. Провода можно упорядочить немножко еще. Давайте посмотрим, как светит. К лампе идет такой пульт. Регулируется яркость, регулируется желтый, белый свет. Давайте посмотрим. Вот. Ой, вроде бы как очень даже неплохо все освещает. Меняются режимы по поводу желтого, белого. Вот желтый режим, вот белый режим и холодный. Совсем забыл рассказать за трубу. Какая труба? Тут сечение трубы 30 на 30, 30 на 30. Вот это входит в нее 25 на 25, вверху 20-ка. Это 15 для этого плафона. В принципе все. Круточек шестерка. Сделал эту стойку по типу вот этой стойки, которая у меня для стройки. Вот тут вот видите маленькие прожекторы. Они 10-ваттки. Это мне как раз я утеплял фасад. Тоже ножки регулируемые. И очень хорошо выручало, когда нужно делать фасад в вечернее время. Тоже регулируется, можно поднять вверх, поднять вниз. Почему тут отверстия? Потому что можно как раз их перевернуть наверх, и они будут больше светить, ну, кверху. Можно назад. Ну, в принципе, такой тип стойки очень удобен для меня. Так что можете сделать так же, а то и лучше. Надеюсь, всем понравилось. Если понравилось, поставьте лайк. А на сегодня все. Всем пока.